Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Я сегодня хочу показать и рассказать вкратце об американских кишмишах, которые представлены у меня здесь на столе. Видео будет состоять из двух частей. В первой части я постараюсь дать краткую характеристику и показать, какой получается из него изюм. А во второй части видео покажу сам процесс изготовления изюма. Я уже на данную тему снимал видеоролик. Кому интересно, можете пройти по ссылочке, посмотреть. А кому интересно, смотрите продолжение во второй части. Может, там найдете что-нибудь новое для себя. Первый американский кишмиш, который я сегодня хочу вам показать и представить, это кишмиш Аватар. Можно сказать, уже классика. Является кишмишом 1-2 класса бессемянности. От него получается вот такой шикарный изюм, да, достаточно мясистый. За счет своей плотной и мясистой структуры из него получается изюм очень мясистый и плотный. На мой взгляд, шикарный изюм. Ну, такого, скажем так, вы уже в магазине точно, по крайней мере, на ближайшее время не купите. Второй кишмиш — это кишмиш Тимсон. Имеет нежный вкус, достаточно хорошо набирает сахар. При еде совершенно не ощущается. Из него получается вот такой вот изюм. Я, кстати, изюм подаю на стол в качестве угощения вместе с кофе. То есть кофе всегда подаю. Те, кто бывает у меня дома в гостях, это знает. Следующий кишмиш — это кишмиш Lamborghini. Она уже более, скажем так, является известным. На данную тему насчет кишмиша Lamborghini, кишмиша Аватара я подробно снимал видеоролики, у меня на канале есть и не одно. Кому интересно про кишмиши, вы можете пройти посмотреть. Получается вот такой вот изюм. Если данный изюм, то есть в стадии после ошпаривания, можно окуривание провести серой, да, тогда изюм получится достаточно такой светлый, желтый, и получится очень красивый внешний вид. Но, на мой взгляд, в таком виде он тоже достаточно хороший. Следующий кишмиш — это кишмиш Хэллоуин. Из всех представленных позиций данный кишмиш самый ранний. Я его оставил в качестве, чтобы снять видеоролик, но он уже достаточно давно реализован и, видим, уже начал изюмироваться прям на кусте. Изюм получается у него из всех изюмов самый сладкий, то есть, ну, тоже, скажем так, оригинальной формы для угощения, чтобы удивить своих гостей. Очень-очень даже привлекательный. Следующий кишмиш — это кишмиш столетия. На комментарии писали, что кишмиш столетия не годится для изюма. Можно сказать, он и послужил одним из факторов, который побудил снять данный видеоролик. Видим, получается у него достаточно мясистый кишмиш 1 класса бессемянности и очень-очень интересный. Так, кому интересно продолжение, как изготовить изюм, оставайтесь и смотрите. А я в данном случае буду пить кофе, а вы тоже наливайте себе кофе, устраивайтесь поудобнее и смотрите дальше видеоролик во второй части. Ребята, чуть не забыл. Следующий кишмиш, который я оставил, как сказать, под столом, о котором я хочу вам показать, это кишмиш Рататуй. Для меня тоже явился в этом году очень даже открытием. В прошлом году была сигнальная гроздь, она не успела вызреть, но в этом году я уже вижу нормальную гроздь. И что я хочу сказать, что если бы камера передавала запах, который от нее, карамельный какой от него исходит, это что-то с чем-то. И при дегустации не зря называют этот сорт, ну, не будем называть оригинальное название, в переводе означает сахарной ваты. На самом деле, на мой взгляд, на каждом винограднике данный виноград должен быть. По крайней мере, в моей семье всем нравится. И всем посетителям моего виноградника
точно понравилось. Это новинка, я еще из него изюм сделать не успел. Возможно, из него получится изюм что-то очень оригинальное. Каждый изюм имеет свой неповторимый вкус, и описывать его словами неблагодарное дело. На мой взгляд, это нужно просто пробовать. Смотрите во второй части, как изготовить изюм. Процесс изготовления изюма я снимал видеоролик. У меня на канале в YouTube есть видео. Вы можете пройти по ссылочке и посмотреть. Данное изготовление изюма практически ничем не отличается. Будет отличаться лишь этап сушки. Также для хорошего и качественного изюма, прежде всего, мы должны убедиться, чтобы наш виноград был достаточно сладкий, так как от этого зависит напрямую качество изюма. Один из подписчиков писал в комментарии, чтобы я показал процесс изготовления изюма из кишмиша столетия. Процесс абсолютно ничем не отличается, но для примера взял кишмиш столетия. Также изготовление изюма состоит из различных этапов. Один из этапов — это процесс бланширования. То есть, говоря по-простому, это окунание в кипящую горячую воду. Для этого берем в концентрации 8 грамм на 1 литр воды обычную пищевую соду. В данном случае у меня емкость на 5 литров, я взял 40 грамм пищевой соды. Также для чего нужно проводить процесс бланширования? При окунании в горячую воду на поверхности наших ягод будет образовываться микротрещины. Это нужно для того, чтобы процесс испарения влаги, то есть процесс изготовления изюма происходил в 2-3 раза быстрее. Это этап особо важен для тех, кто будет проводить процесс этот в естественных условиях, то есть в чердачных помещениях или в других, там, где будет недостаток солнца, недостаток температуры. Очень важный этап. Для бланширования мы берем горячую кипящую воду, опускаем в зависимости от нашего сорта, какая у него кожица, буквально на 3-5 секунд. Опускаем полностью воду на 3-5 секунд, да? И сразу же вытаскиваем и в холодную воду. Тщательно ополаскиваем, чтобы процесс варки прекратился, то есть холодная вода его остужает. И тщательно ополаскиваем и его ополаскиваем от пищевой соды. Вот и процесс бланширования завершен. Следующий этап — это процесс окуривания. То есть говоря, окуривание обычной серы, сернистым газом. Когда поджигается сера и проводится обработка серы в течение часа-двух. В промышленности, когда процесс сушки происходит на чердачных помещениях или в больших объемах, этого этапа не избежать, так как виноград сушится ориентировочно плюс-минус месяц. За этот период мы должны наши ягоды защитить от различных грибковых и насекомых. В том случае, если мы будем проводить процесс сушки в сушилке, в дегидраторе, то можно обойтись без этапа окуривания, чем мы и займемся. Наш виноград уже прошел процесс бланширования. Раскладываем его на сетку. Я виноград разрезаю на такие вот небольшие сегменты. Вот следующим образом. Вот таким вот образом разрезаем. Да? И вот данную часть я убираю. Вот так вот разрезаю вот на такие вот небольшие сегментики грозди. Вот таким вот образом. И раскладываем равномерно на нашей сетке. Еще один из часто задаваемых вопросов: сколько времени сушить наши ягоды на изюм. Это напрямую зависит от мощности вашей сушилки, также какой объем вы будете закладывать в сушилку, также зависит от размера ягод и от сорта. Например, Аватар, у него содержание сока минимальный. Несмотря на свой большой размер,
из него изюм будет получаться намного быстрее, чем, допустим, из кишмиша ламборджини. То есть в этом процессе все должно быть индивидуально. То есть нет такого определенной формулы, что изюм делается там на протяжении 36 часов. То есть плюс-минус, это все зависит от конкретных условий. Мы должны этот процесс все контролировать. Приблизительно где-то через сутки мы должны заглядывать в нашу сушилку и смотреть, как этот процесс проходит. Так, давайте мы будем закладывать наши сетки в нашу сушилку. И закладываем наши ягоды в сушилку. В данном случае у нас это кишмиш аватар и кишмиш столетия. Процесс сушки будет происходить сугубо индивидуально от вашего сушилки. Также при каких температурных режимах это будет происходить. Я сушу при температуре 55 градусов. В данном случае у меня уже здесь заранее был заложенный кишмиш ламборджини. Так он выглядит приблизительно через 30 часов. Но до окончательного результата еще рано. В данном случае данную сетку я фотографию после полного изготовления я на экран выведу. Вы, наверное, уже видите, какой получится результат. Это все, что я хотел сегодня показать и рассказать. В комментариях пишите, какие вопросы вас интересуют, что непонятно. Постараюсь ответить. Всем пока, до новых видео.